Всем привет! Согласитесь, что любой чиновник, не выполнивший поручения главы государства, должен как минимум вылететь с госслужбы. Но когда дело касается отечественного автопрома, ничего подобного не происходит. И даже наоборот. Так, например, вице-премьер Денис Мантуров по-прежнему занимает свой пост, несмотря на то, что откровенно проигнорировал наказ Владимира Путина, данный главе Минпромторга 3 месяца назад. Так, в ноябре прошлого года на совещании с членами правительства президент Российской Федерации потребовал от Мантурова сделать легковые автомобили более доступными для россиян. Обращаю ваше внимание на необходимость постоянного контроля над ценообразованием, чтобы под сурдинку этих сложностей, о которых мы все знаем, в том числе с логистикой, никто не злоупотреблял, не поднимал бы необоснованно цены на автомобильную технику, сказал тогда Путин своему подчиненному. В ответ вице-премьер пообещал все выполнить, проиллюстрировал свои усилия в этом направлении действием госпрограммы льготного автокредитования. С тех пор прошло больше 3 месяцев. И что мы видим? Программа, о которой говорил Мантуров, уже толком не действует. В бюджете на автокредиты больше нет денег. Государство теперь спонсирует только любителей электрокаров российской сборки. Остальным машинам дешеветь, по мнению Минпромторга, не требуется. Они и так с точки зрения бюрократов более чем доступны для широких масс. Заметим, что дороговизна автокомпонентов, вызванная их дефицитом, мощнейшим домкратом, толкает ввысь стоимость готовых авто. Их удешевлению могли бы поспособствовать организация производства комплектующих в России. На эти цели в стратегии развития автопрома Российской Федерации до 2035 года закладывалось 2,7 триллиона рублей. Однако после некоторого времени, после поручения президента, Минпромторг подкорректировал и ее. В результате на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и создание отечественных производств компонентов планируемые расходы казны срезали до 300 миллиардов рублей, то есть дадут в 9 раз меньше. Автоспот.ру – сайт, который должен знать каждый автомобилист. Все скидки расположены на одной карте. Все сервисы предоставляют гарантию на выполненные работы. Хотите пройти выгодное техническое обслуживание? Пожалуйста, экономия до 30%. Вам остается лишь выбрать свой автомобиль, какое ТО планируется, и вот все скидки. Согласитесь, экономия в 10-20 тысяч рублей – это отличные предложения. А может, вам нужны кузовные работы или ремонт авто? Без проблем. И тут выгода достигает 50%. Выбираем элемент или агрегат, который требует внимания. Появляется карта и цены, которые приятно удивляют. Причем сайт абсолютно бесплатный. Экономить стало проще с автоспот.ру, ссылка в описании. Кроме того, в Минпромторге продолжают прикидываться слепо-глухонемыми. Хотя и прекрасно осведомлены, что после ухода из России иностранных поставщиков комплектующих, их отечественные конкуренты мгновенно взвинтили цены на свои поделки. Порой в разы, на пустом месте, провоцируя удорожание российских авто. Параллельно китайцы жестко держат на заоблачном уровне цены на свои изделия. Дешевле 2 миллионов новое авто из Китайской Народной Республики сейчас не купишь. Например, Chery Tiggo 7 Pro стоит не меньше 2 миллионов 600 тысяч рублей, тогда как на родине в пересчете на наши деньги его продают по 800 тысяч рублей. Даже с учетом таможенных сборов и затрат на логистику, такая машина должна стоить в России не более 1,5 миллиона рублей. Таким образом, бренд на каждом проданном транспортном средстве этой модели наваривает дополнительно примерно по 1 миллиону рублей. Кому, как не Минпромторгу и его главе господину Мантурову, об этом не знать. Наверняка они там в курсе ситуации, но ничегошеньки не делают для повышения доступности авто для россиян. Тем самым фактически игнорируют прямое указание Путина. Неужели для них поручение главы государства – пустой звук? А как вы считаете, почему в России не снижают цены на авто? Пишите в комментариях.